В общем, всем привет, друзья! Я уже в лифте, еду вниз. В общем, что буду сегодня я делать? В общем, я впервые в таком формате, мне непривычно, неудобно, но надо учиться, надо действовать, что я, собственно, и делаю. Сначала. В общем, друзья, всем доброе утро. Вот. Такой вот необычный формат для меня, хотя в целом, что здесь такого? Просто-напросто на камеру. Спасибо большое Илье и Маргарите, с которыми мы познакомились здесь, во Вьетнаме. Они тоже занимаются своими соцсетями, они вообще путешественники автостопом. Вот, я им безумно благодарен за то, что они дали мне такую возможность попробовать для себя такую технику. Это видео на DJI Osmo Pocket 3. Вот, опыта с такими маленькими камерами по типу GoPro, DJI у меня вообще не было. У меня был опыт взаимодействия с большими камерами Sony, Canon, вот, но таких не было. Поэтому я решил попробовать воспользоваться и записать какой-то ролик. Конкретной темы нет, я буду ее просто создавать и уже в самом конце пойму, о чем будет этот ролик. В общем, я проснулся, уже успел сделать рабочий ролик, я думаю, я вам это вставлю, покажу. Вот, вкратце моментик небольшой. Это ИИ-проект. Не думайте, что все так легко, я просыпаюсь в 6 утра, у меня режим такой, мне нравятся ранние подъемы. Вот, организм настроен, что даже без будильника я так рано легко встаю. Что мы будем делать? В общем, я немного покажу, как проходит мой день. Я запишу сейчас бэкстейдж того, как я записываю ролики. Я думаю, я вам тоже это вставил, показал. Как обычно я делаю? Я просто-напросто иду, куда мои глаза глядят, и ищу место, где я могу подснять ролик. Вот. Это абсолютно случайное место, но чаще всего я иду куда-то в направлении тех мест, где есть хотя бы какие-то магазины, что-то такое, чтобы элементарно себе что-то купить, что-то поесть, если я дома, конечно, не ем. В общем, давайте поговорим о свободе, которая появляется у всех тех, кто куда-то переезжает. Порой, даже если куда-то на учебу, я думаю, все прекрасно там в какие-то свои студенческие годы вот, переезжали, поступали куда-то в университет и так далее. И что было? Все, я думаю, ходили на тусы, на какие-то вот такие мероприятия и так далее, отрывались, наслаждались такой возможностью. Особенно, когда вам только 18 лет, появляются возможности ходить вот на такие мероприятия, вас туда впускают и так далее. Очень многие могут просто застрять в них, в таком вот лайфстайле, в таком жизненном ритме. Вот. И чаще всего никто не учится, давайте будем говорить честно. Касательно тех, кто переезжает, на самом деле здесь тоже все люди разные. Есть те, кто как-то осознанно к этому подходит, и кто действительно за счет переезда начинает менять свою жизнь. Потому что у многих, кто переезжает, нет какой-то сильной большой стабильности, нет денег надолго, либо же они есть, но в любом случае нужно работать, нужно двигаться, это абсолютно правильно. Но тем не менее, в самом начале, на этапе, когда кто-то переезжает, чаще всего есть несколько стадий. Стадия эйфории, когда вы тоже в шоке с того, где вы находитесь, вам охота исследовать, путешествовать и так далее. Такое, я думаю, у всех бывает, и это нормально. Просто главное очень долго в этом не погрязнуть, потому что рано или поздно деньги закончатся, а работать-то надо. И работа чаще всего, какая бы она ни была, она так или иначе занимает время, отнимает
определенное количество сил. Вот. Поэтому нужно об этом тоже помнить и быть в балансе. Самый идеальный вариант – это просто соблюдать баланс между жизнью, между работой. И в таком случае все будет хорошо. Возможно, я в этом плане немного пренебрегаю, но мне очень сильно везет, потому что я безумно наслаждаюсь всем тем, чем я занимаюсь. Начиная вот этими всеми своими соцсетями, заканчивая работой. Потому что я люблю ролики, я люблю процесс монтажа. Это действительно то, от чего я наслаждаюсь. Ну а параллельное мое изучение других сфер – это тоже то, что мне нравится. Мне нравится изучать информацию, мне нравится саморазвиваться. Вот. И поэтому как бы мое саморазвитие – это мой отдых. Я с этого наполняюсь энергией, я этим заряжаюсь. Вот. То же самое касается спорта. То есть вещи, от которых многие устают, меня наоборот лишь заряжают, как-то наполняют энергией. Поэтому в моем понимании отдых – это работа для обычных людей. Ну вот переезжая в страны Азии, мне кажется, очень легко погрязнуть в атмосфере летнего, пляжного такого вайба, атмосферы и просто тупо кайфовать, наслаждаться и больше ничего не делать. Очень многие так и живут. Вот. Я не осуждаю никого, это нормально. Я просто рассказываю о себе, о своем жизненном опыте, о том, как у меня. Вот. Поэтому у меня лично так. Я в первую очередь переехал не для того, чтобы наслаждаться, путешествовать, еще что-то. Я переехал, чтобы работать, саморазвиваться, искать себя. И тут я задерживаться не планирую. Опять же, я в каждом ролике это говорю, многие это забывают почему-то. Ну, в общем, ладно. Я немного не вижу, видно ли турнички в кадре. В общем, обычно я сюда прихожу на турники, немного занимаюсь, тренируюсь. Вот. Не скажу, что как-то сильно, потому что тренировки должны дополняться правильным восстановлением, которого на самом деле у меня нет, так как я сейчас вряд ли набираю норму белков, вряд ли ем даже нужное количество углеводов. Вот. Но прийти и сделать несколько подходов по 10 раз, я думаю, всегда можно. Ничего в этом такого не будет. Поэтому быстренько делаем. Фух. Честно говоря, я даже не считал, но мне показалось, что уже десятка есть. Поэтому как-то так. Я прихожу, обычно делаю что? Отжимания, пресс, подтягивания, базовая мужская программа. Вот. Еще я могу поделать гимнастику, потому что я хочу развивать свою гибкость. Но это не всегда получается, не всегда на это у меня время находится. В общем, на чем я остановился? Вот. То, что нужно правильно пользоваться своим свободным временем. Мы можем расслабиться, можем наслаждаться, но долго это делать, каждый день, неделями, без перерыва на работу, на какую-то учебу, саморазвитие, это к хорошему не приведет. Вы ведь все прекрасно понимаете, время идет очень быстро, вы не заметите, как вам стукнет 25-30, вы просто будете скучать по такому образу жизни, но в вашей жизни ничего не будет меняться. Как бы, я думаю, можно это все совмещать, нужен грамотный баланс, вот и все. Есть те, кому это не надо, вот, пока что мне это тоже, собственно, не надо. Я не против всего этого, я не говорю, не отрицаю того, что это круто, прикольно и так далее, но мне сейчас немного не до этого, желания нет. Поверьте, было бы желание, я бы делал. Но мне кажется, все дело в голове, когда ты настроен так сильно, у тебя даже мысли и желания не появляется, чтобы что-то такое сделать. Фух. Сделал подходик. Подустал. Наш мозг склонен к саморазрушению, поэтому
всегда хочется легкого дофамина. Именно поэтому хочется пойти вот на всякие вот такие мероприятия. Хочется больше отдыхать, меньше делать. Особенно сейчас, когда мы все так сильно зависимы от интернета, от клипового контента, быстрых роликов. Это еще сильнее чувствуется. У нас не получается сфокусироваться на долгой, монотонной работе. Вот. И нужно себя контролировать. И контролировать также свои желания, ощущения. Потому что иначе мы просто будем саморазрушаться. Вот. Поэтому баланс должен быть во всем, и тогда все будет хорошо. Сможете и отдохнуть, и попутешествовать, и работать. Я думаю, я отдохнул. Можно сделать третий подход. Вот. Ну, непросто, да, признаюсь. Форма сейчас у меня не самая лучшая. Образ у меня тоже в жизни не сильно активный. Я сижу дома большую часть времени. Поэтому в плане физической формы ничего страшного. Друзья, успеем догнать. Самое главное — это дисциплина. Она у меня есть. И если у вас есть дисциплина в одной какой-то сфере, она у вас будет и в другой. Поэтому я еще успею наверстать, набрать форму, накачаться, вернуть свою оптимальную форму, поднабрать, вернуть потерянные килограммы, которые так или иначе уходят. Вот, поэтому ничего страшного. А сейчас делаем просто для духа, для энергии, для мотивации, вот, для небольшого кровообращения. Поехали. 10 вряд ли сделаю, но хотя бы сколько-то. Давайте, вот сделал 7, 8 хотя бы. 8 сделал, давайте 9. Тяжело, можно добить 10. Конечно, не идеальную. Фух. Сложно, не в форме, не в форме. Признаюсь, стыдно ли мне? Да ну нет. Все это можно вернуть, можно наверстать. Мне кажется, я нашел подходящее место для того, чтобы сегодня записать ролик. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Без штатива. У меня чехол с магнитом, поэтому первое время он меня очень сильно выручает. Я беру, ставлю вот так камеру. Вот. Я понимаю, солнце светит очень сильно. Вот. От этого могут быть какие-то небольшие проблемы. Вот. То, что кадр не сильно насыщенный и так далее. Сейчас бы не помешало бы еще одно крепление, куда бы положить телефон, так как сейчас я должен подключить свой микрофон. Не тот, который на мне, другой. В общем, я беру вот так вот. Микрофон у меня Ulanzi AM18. Вот. Не самый бюджетный, поэтому рекомендовать его под видом того, что он дешевый и очень качественный, я не могу. Он хороший, но он и стоит неплохо. Как бы он обязан такой звук выдавать, такое качество. Вот, собственно, звуковая карта. Это, наверное, небольшой минус, но выкручиваюсь так, как могу. И не жалуюсь на это. Вот. Потому что я благодарен за то, что у меня есть. Вот. Если бы у меня вообще не было микрофона, было бы не очень. Пришлось бы очень сильно париться во время монтажа со звуком. Вот. И да, я записываю на фронталку, потому что сейчас нет возможности писать на заднюю камеру основную. Включаю микрофон свой. Все, он запустился. Проверяем, работает ли аудиодорожка. Да, все четко. У меня не часто есть какие-то сценарии, порой я просто беру и начинаю о чем-то своем философском, о чем-то размышлять, о жизни, о каких-то базовых вещах, которые на самом деле откликаются очень многим людям, и по итогу это срабатывает. Сейчас я думаю, куда бы мне положить телефон, чтобы вы смогли увидеть то, как этот процесс происходит. Очень красиво. Так, куда бы положить? То есть, ну, я думаю, особо никто против не будет, если я сделаю вот как-то вот так и положу на чей-то мопед. В общем, ладно, я думаю, это не проблема. Короче, вот так я стою и записываю ролик. Поехали.
Как часто у вас бывает такое состояние, когда вы хотите начать чем-либо заниматься, хотите изменить свою жизнь, но по итогу начинаете и буквально через пару дней выгораете? Насколько часто у вас такое бывает? И неужели вы не можете в себе побороть вот эту слабость? Вы не можете побороть себя, не можете сфокусироваться на несколько часов ради какой-либо задачи? Вам сложно, вам дается это через труд. Но поверьте, чтобы начать это делать, вам нужно попросту осознать одну вещь. Наша жизнь не вечна. Каждый день он становится все короче и короче. Мы никогда не сможем вернуться в прошлое, и буквально проходит день, мы уже не сможем вернуться в этот день. И количество дней с каждым днем все уменьшается и уменьшается. Вот когда вы осознаете эту вещь, вам намного проще становится фокусироваться на каких-либо делах, на каком-либо развитии, стремлении к чему-либо. Вы просто начинаете к этому двигаться, не сдаетесь, не выгораете. Это попросту признак слабости, если вы сдаетесь буквально после первых попыток, после первых каких-то неоправданных ваших ожиданий, потому что у большинства из нас они высокие, завышенные, мы хотим быстрых результатов, быстрых решений, но они далеко не часто бывают. Есть такие случаи, но это единицы, и рассчитывать на них, мне кажется, неправильно. Те, у кого получается быстро, они прилагают, как правило, большое количество усилий. Я думаю, это действительно так. И многие об этом напрямую говорят, просто мы не хотим это воспринимать. Нам кажется, что им повезло, у них какая-то другая жизнь, хотя они точно такие же люди, как мы. Поэтому для того, чтобы начать менять свою жизнь, начать действовать, вам нужно просто перебороть скуку, научиться испытывать к ней какую-то толерантность и работать через это. Конечно, мы привыкли к быстрому дофамину, к быстрым видео. Video Yeah, is, can I ask about what? yes. I create video about philosophy, about self-improvement. Okay, This- just because it's a school, so I just wanted to check nothing about our school. Okay. Okay. Yeah, okay. It's not problem. No, it's not a problem. I just because also I think it's quite noisy for your video here. I know you have a microphone. No, yeah, I have two microphones, Okay. one camera, two camera. It's not problem. Okay, just because it's a school, people go in and out, so maybe they will ask you what you're doing. Okay. Okay, I no just problem. create videos. Yeah, no problem, man. Okay. Yeah, thank you. Enjoy. Have a good Bye. day, man. Thank you. Thank you very much. Прием. В общем, вот такие бывают порой необычные разговоры, и это очень заряжает, это очень круто. И у меня не идеальный английский, я немного растерялся, но тем не менее, это приятный small talk. В общем, как-то так происходит запись ролика у меня. Не всегда она происходит вот так. Иногда у меня есть четкий сценарий, и у меня меньше пауз, я могу записать на одном вдохе. Но сегодня этого нет. Я решил показать, что у меня нет бумаги, у меня нет порой сценария. Я могу просто взять и выдать то, что у меня в голове. А поверьте, таких мыслей у меня очень много. И я не сказал бы, что это какие-то особенные мысли. Это базовые мысли. Это базовое мышление. И нужно просто понять то, что все самое ценное, все самое порой такое мощное и крутое заключается в самых простых, обычных вещах. В этом нет ничего сложного. Взять, записать пару своих мыслей. В этом нет ничего страшного. Зайдет ролик, не зайдет ролик. Какая разница? Мне нравится это делать. И одно дело, если бы я только этим занимался, но благо это не единственная вещь в жизни, которой я занимаюсь. Благодаря этому я могу не фокусироваться на цифрах, могу себе не делать мозги, не огорчаться из-за всего этого. Да даже если бы я занимался только этим, я бы не обращал на это внимания. Я бы просто фигачил бы как можно больше роликов, как можно больше контента, и все равно был бы счастлив за все то, что я имею. Поэтому как-то так, друзья. Такой вот длинный ролик, монолог с небольшим фрагментом моих мыслей. Никто пропускать нас не собирается, поэтому мы берем и вот так вот как-то переходим.
В общем, большую часть времени я провожу здесь, в небольшой своей квартире, комнате. Можете называть абсолютно, как вам нравится. Мне не принципиально, мне не обидно. Вот. Мне большего пока не надо. На самом деле, конечно, можно стол, кресло и так далее все заказать, но один из моих осознанных выборов — это отказ от комфорта. То есть, мне кажется, переезд для меня оказался слишком комфортным, слишком легким. Я решил себе немного его усложнить путем того, чтобы отказаться от сладкого. Ну, я в целом от него достаточно долго воздерживаюсь, отказываюсь. Просто уже пришел к тому, что могу спокойно жить без него, и мне абсолютно хорошо. Питаюсь правильно. Да, я не спорю, я заказываю еду, порой доставку, порой хожу куда-то кушаю, она готовая, вот, это доставляет удовольствие, но тем не менее это обычная еда, это супчики, это рис, никаких там бургеров, тому подобное, вот, поэтому я считаю, что все равно как-то дисциплинированно себя держу, вот, собственно, вот так обычно я здесь сижу, порой я встаю, стоя делаю, когда уже засиделся, также я встаю, чтобы поделать разминку, немного потренироваться, вот, полностью прям все это показывать, честно, не хочется, потому что еще непривычно немного, вот. Солнце, как вы видите, очень сильно фигачит. Обычно я аж вешаю какое-то полотенце или еще что-то на вешалку, чтобы оно сушилось. И в целом вполне себе комфортно. Я не знаю, я понимаю то, что так долго жить не надо, нужно потом повышать уровень своего комфорта и так далее, но поймите, что в таких условиях, работая по 12-14 часов в день, имея хороший стабильный сон, я думаю, невозможно не прийти к каким-либо результатам. Я не хочу сейчас отвлекаться, мне сейчас явно не нужен стол, вот эти все как бы штуки. Я сфокусирован, мне никак это не доставляет какого-то дискомфорта и так далее. Мне абсолютно хорошо, нормально. И поверьте, деньги у меня тоже есть. Я бы мог буквально переплатить 5000, и у меня бы была квартира с кухней, но мне хотелось как можно быстрее начать, как можно быстрее заселиться, быстрее начать работать и вот всем этим заниматься. Поэтому я не стал очень долго смотреть квартиры, очень долго их искать. Я просто взял и уже заехал туда, куда было, на мой взгляд, быстрее всего и в плане района, где мне понравилось больше всего. В общем, йоу, уже стемнело, вот, камера вырубилась, так как зарядку я немного не рассчитал, но на самом деле ничего крутого не происходило, я как сидел, делал ролики, так и делал, объемов много, вот так я обычно ставлю камеру для записи роликов в ТикТок, вот, там в целом тоже ничего сложного, штатив в пути, скоро будет, но на самом деле это в моменте будет лишь усложнять мне создание видосов, так как порой достаточно просто поставить, снять, записать, и очень часто такое бывает, что ролики, над которыми ты не сильно стараешься, по итогу собирают намного больше, чем те, куда ты потратил намного больше сил, терпения и в целом времени. Поэтому посмотрим. В первую очередь штатив мне будет помогать делать красоту на улице и снимать какие-то более кинематографичные кадры здесь. Примерно так проходит мой день. Я не успел вам показать еще то, как я кушал, вот, так как я проголодался очень сильно, поэтому сразу же съел то, что у меня было. Собственно, ничего особенного, просто рис с курицей. Вот, доставку заказал, потому что не нашлось времени на то, чтобы выйти. Но поверьте, так далеко не всегда. Порой я сам намеренно выхожу, иду куда-то что-то покупать, как минимум прогуляться, чтобы глаза выдохнули. Вот, ну и в целом сменить немного обстановку. Поэтому не подумайте, что я прям конкретно запер себя и фигачу. Хотя на самом деле можно и так сказать, я по факту это и делаю. Вот, но такой образ жизни подойдет далеко не всем, далеко не все справятся с такими объемами, собственно, но я и хочу намного большего и готов прикладывать все усилия для того, чтобы получать то самое большее, чего нет у тех, кто не прилагает
должных усилий. Да, у меня есть таблица, есть какая-то определенная система, чтобы не сходить с ума, но поверьте, у меня очень мало времени, и попросту я четко знаю, что мне нужно выполнить в тот или иной день, в то или иное время, поэтому я очень редко, когда его полноценно могу заполнять. Выглядит он у меня, конечно, также привлекательно, могу даже показать. В общем, сверху фотография моя, сделанная мной, у меня в области, мне безумно нравится. Вот. И фраза take the risk. В общем, нужно рисковать, и по факту я это и делаю, я это сделал, и не буду говорить, что вся моя жизнь риск, нет, просто некоторые решения действительно у меня рисковые. Конечно, по меркам общества, возможно, это не такой большой риск, все привыкли рисковать по-другому, ставить огромные суммы в казино, ставки, но у меня риск немного другой, но что поделать, так или иначе мы все должны чем-либо жертвовать, это своим здоровьем, своим временем, ради того, чтобы к чему-то прийти. Это, к сожалению, база, без этого никак. Но буду честен, я не могу сказать, что я что-то упускаю, что я что-то теряю, потому что меня не тянет вот на все эти развлечения, которые все любят, о которых все говорят, что якобы нужно проживать, это ваша молодость и так далее. Как бы я так не считаю, я не разделяю немного эти взгляды, но я их не осуждаю. Вот в чем дело. То есть у всех своя жизнь, у всех своя правда, и моя, это моя, я не пытаюсь навязать ни свой образ жизни кому-либо, не пытаюсь в целом сказать то, какой я крутой, правильный и так далее. Я просто делюсь своей жизнью, потому что вам это интересно, и потому что мне захотелось немного отразить и заархивировать это, потому что, поверьте, придет момент, когда можно будет сбавить темп. Опять же, я понимаю, что это, возможно, моя гонка, она будет довольно-таки долгой, бесконечной, так как я вижу в поиске себя, в изучении какой-либо информации в практике счастье. Вот. Я не говорю, что счастье – это конкретно действие и так далее, но это одно из тех вещей, которое ведет к счастью.